Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит хотите разобраться, что случилось со сладким перцем, который растет на грядке или в теплице. Перец увядает, чахнет и роняет листья прямо на глазах. Хотя полив есть и довольно обильный, казалось бы, грех жаловаться. Тут бы расти, да радовать хорошим урожаем. А нет, листья сморщились, обвисли, вянут и опадают. Картина, скажем прямо, не из приятных, будто соль на рану или нож в сердце трепетному садоводу-огороднику, трудившемуся, не покладая рук. Так почему же происходит увядание листьев у перца? В чем причина? Почему вянут перцы и как их лечить? К сожалению, причин увядания листьев сладкого да и горького перца может быть несколько. С каждой надо разбираться предметно. Ну что ж, начнем? Вы готовы? Причина первая – несоблюдение режима полива. Сладкий или болгарский перец не любит переувлажнения почвы. Уж лучше не долить, чем перелить. Так будет надежнее. Такой подход хотя бы предотвратит грибковое заболевание растения. Поливать перец следует теплой водой, чтобы не было резкого перепада между значениями температуры воды и температуры почвы. Если разница составляет более 5 градусов, корни сладкого перца смыкаются, спазмируются, теряют всасывающие свойства, что и приводит к увяданию листьев. В южных районах огородники и садоводы, выращивающие перец на дачах и огородах, как в открытом грунте, так и в теплице, часто жалуются. Поливают перец все чаще, а он вянет все больше. В чем дело? Ответ простой. Если растение здорово, нет никаких грибковых инфекций, значит причина в большой разнице температур, почвы и воды для полива. Как только полив будет упорядочен, вода теплая, полив не обильный, но регулярный, верхний слой почвы не переувлажнен и не пересох, перец снова восстановит движение влаги в капиллярах стебля и листьев. А вот систематический недостаток влаги в почве приводит к уменьшению количества репродуктивных органов. Плоды вяжутся мелкие и деформированные. Однако острые сорта перца переносят засуху легче, чем сладкие сорта. Причина вторая увядания – плохое проветривание кустов болгарского перца. Если кусты перца посажены довольно густо на грядке или в теплице, влага, которая конденсируется на листьях и на поверхности почвы из-за перепада ночных и дневных температур, в сочетании с высокой дневной температурой может создать эффект сауны для растения, что также приводит к увяданию листьев перца. Обязательно проветривайте теплицу. Грядки с перцем сажайте так, чтобы взрослые растения получали неограниченный доступ к движению воздуха. Этот важный момент нужно учесть еще при посадке рассады. Для низкорослых сортов перца схема посадки следующая: 90 плюс 50 на 15 см или 70 на 15 см. Для сортов со среднерослым или высокорослым кустом 90 плюс 50 на 20 или 70 на 30. Возможны также схемы 60 на 30 см, 70 на 25, 70 на 35 или, если вы любите, двухленточный способ посадки перца по схеме 50 плюс 90 с расстоянием в рядах 30 см. Следующая причина увядания перцев – это плохо прогретая почва. Оптимальные температурные условия для роста и развития этого теплолюбивого растения – плюс 22, плюс 29 градусов Цельсия. Если температура опускается ниже плюс 13, физиологические процессы в корневой системе перца, стеблях и листьях значительно замедляются. Это особенно заметно у растений в открытом грунте с приходом прохладных ночей в августе и сентябре. Растение отказывается от бутонизации и цветения, а завязавшиеся плоды наливаются очень медленно, выжидают потепления. И, наконец, причина четвертая – увядание перца в открытом грунте или теплице. Слишком высокая температура воздуха. Длительное воздействие повышенной температуры воздуха тоже губительно действует на сладкий перец и приводит к снижению его урожайности. Такая картина также часто наблюдается примерно в середине июля и в начале августа, когда дневные температурные показатели приближаются к своим пиковым значениям. Обычно в такие дни огородники и садоводы, видя увядание перца на грядке или в теплице, спешат его основательно полить.
думая, что тем самым помогут растению. На самом же деле они оказывают медвежью услугу. При среднесуточных значениях больше, чем плюс 30, плюс 35 градусов Цельсия, наблюдается угнетение развития перца и усиливается его поражение вилтом. По-другому это грибковое заболевание называется вертицеллезное увядание. Болезнь распространена в южных областях и в теплицах, в закрытом грунте. Сначала вянут и желтеют края некоторых листьев, а затем постепенно вянет и усыхает весь куст. О том, как бороться с этим грибковым заболеванием, я расскажу в одном из своих следующих видео. Хорошего урожая! Спасибо за просмотр!